Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Дилан пытается идти в спешке, она спотыкается на лестнице и при падении повреждает запястье. Когда тетя Дилан говорит: «Но, мистер Джавахир», Баран говорит Джавахиру: «Я начну сейчас». Пока Харун тупо смотрит на дверь, Ясмин не может ответить на его вопрос: «Зачем ты пришел?». Джевдет и Цеврии тоже проявляют любопытство и подходят к двери. Когда Харун использует салфетку в качестве оправдания, Ясмин спрашивает, где салфетка. Харун протягивает салфетку, которую он сжимает в руке. Когда Джевдет и Цеврии приглашают Хауна на чай, когда Ясмин заговаривает, Харун не входит и уходит. Джихан перевязывает руку Дилана и говорит ему, что ему следует быть осторожным. Когда все задаются вопросом о Дилане, госпожа Азади говорит: «Не волнуйтесь, с ней ничего не случится». Господин Кудрет злится, говоря: «Конечно, матери не будет», и когда приходит Джихан, он спрашивает, как поживает моя дочь. Джихан говорит, что повредил руку и с ним все в порядке. Когда Берон говорит Дилану: «Тебе следует отдохнуть и не ходить есть», Дилан говорит: «Нет, я должен быть со своей семьей». Когда он собирается встать, у него болит рука. Баран говорит: «Теперь ты научился скрывать свою боль». В это время Джавахир звонит Дилану под предлогом того, что не может видеть инвентарную таблицу в отправленных вами документах. Когда Дилан Берон приходит на ужин, господин Кудрет спрашивает, как он себя чувствует, и желает ему скорейшего выздоровления. Затем он говорит госпоже Кадер: «Вы теперь наши родственники, пожалуйста, тоже присядьте». Берон подмигивает Гэже Кадер и садится. Мисс Азади говорит: «Я думаю, что соус остался на кухне, Гуль, принеси его из кухни». Позже, когда все смотрят на него и считают это привычкой, Ферат встает и уходит, говоря, что принесет это. «Господин Кудрет, мы собрались по прекрасному случаю. Они приняли правильное решение пожениться, но если бы они сообщили нам, мы были бы с ними. К счастью, они сообщили нам, пока не стало слишком поздно. Отныне наш долг всегда быть с ними». Он говорит, что на следующей неделе у нас будет свадьба Гуля и Ферата. Когда Гуль говорит: «Спасибо, господин Кудрет, в семье будет даже небольшой праздник», господин Кудрет отвечает: «Разве это возможно? В нашу семью приезжает умная девочка». Джихан фотографирует и говорит: «Давайте сделаем селфи, чтобы увековечить этот счастливый момент». Когда Джихан в шутку спросил, стоит ли мне тоже выйти замуж, госпожа Азади ответила: «Я найду из Мардина девушку, подходящую для нашей семьи, и выдам ее замуж собственными руками». Позже Джихан сожалеет о своих словах. Все выходят из-за стола один за другим. Когда Джавахир снова зовет Дилана за стол, Баран спрашивает, будет ли он так звонить все время. Когда Дилан говорит, что звонил по поводу отчетов, Берон говорит, что мы отправили их, пусть он проверит. Пока Джавахир задается вопросом, почему Дилан не отвечает на телефонные звонки, Ферат звонит ему и спрашивает, есть ли проблемы с отчетами. Когда Джавахир говорит: «У меня кое-что на уме», я позвонил Дилану, но он не ответил, он говорит, что Дилан недоступен и попал в небольшую аварию и вешает трубку. Когда Ферат помогает Гулю и Гэже Кадеру убрать со стола, госпожа Кадер довольна. Пока Баран сидит на своей кровати и спорит с Диланом о Джавахире, он думает о том времени, когда упал с лестницы. Дилан приходит к ней, и Берон помогает ей, когда у нее болит рука, когда она хочет лечь в постель. Дилан благодарит меня и говорит: «Ты был для меня всем, а теперь ты моя рука». Баран говорит, что я буду твоими руками, ногами, всем, я не могу позволить тебе пострадать, я вижу, какой ты усталый и беспокойный. Он предлагает Дилану прийти и стать хозяином своего дела, не беспокоиться ни о ком другом и иметь душевное спокойствие. Подавая Ферату кофе, Гуль говорит: «Твой кофе готов, муж». Ферат говорит: «Спасибо, моя жена». Когда Гуль говорит: «Я даже представить себе не мог этот момент», никого не боясь, не колеблясь, Ферат говорит, что с этого момента так и будет, потому что ты моя единственная жена. Когда Берон спрашивает, что вы думаете об открытии бизнеса, Дилан отвечает: «Мне очень нравится, как много вы обо мне думаете». Берон ласкает лицо Дилана и говорит, что я горжусь тобой.
Беран до утра не спал, наблюдал за рукой Дилана, чтобы она не болела. Ферат приходит к Гулю и спрашивает, что случилось, когда замечает печаль на лице Гуля. Гуль расстроен тем, что Азади Ханем и Хасан не одобряют их брак. Пока они утешают Ферата и говорят: «Не волнуйся, они примут это со временем, они тоже это примут, не грусти», и они приближаются, приходит госпожа Кадер, а Ферат и Гуль стыдятся и отступают прочь. Пока Харун разговаривает и убирается, приходит Ясмин. Он говорит: «У тебя со мной проблемы, поэтому ты так себя ведешь», — подумал я, но проблема в тебе. Пока Дилан стоит перед дверью особняка, выходит Беран и разговаривает по телефону. Он планирует важную встречу в компании. На встречу пришли госпожа Сабиха и Джавахир. Увидев приезд Джавахира, Баран звонит в компанию, просит отменить сегодняшние программы и не уходит. Джеври и Джевдет говорят, что Гуль и Ферат помирились и их свадьба состоится на следующей неделе. Пока я говорил, какая красивая Ясмин, Харун говорит мне, что он не скрывает ту, которую любит, а если и скрывает, то держит ее за руку и говорит, что любит ее. Когда Ясмин говорит: «Ну ладно, ты можешь это сделать», Харун убегает из-за стола. Ясмин говорит: «Смотри, они не зря это сказали, 9 подросткового возраста – это побег». Пока Дилан встречался с Геном, Джавахиром и Фератом, госпожа Сабиха ругает Дилана, когда она резко бьет Джавахира по лицу из-за проблемы, которую Дилан пропустил. Когда госпожа Сабиха отправляет Дилана с оправданием и спрашивает Джавахира: «Можете ли вы показать мне ошибку Дилана?», Ферат и госпожа Сабиха злятся на нее. Джавахир завершает тему, говоря, что я лишь высказал свое мнение об успехе проекта. Пока Дилан грустно сидит один в гостиной, Беран подходит к нему и спрашивает, что случилось, почему ты такой грустный. Дилан говорит: «Я просто устал, не волнуйся, файлы моей матери остались внутри, позволь мне прийти и забрать их». Госпожа Азади громко кричит, звонит Гэжи Кадер и произносит слова, которые заставляют ее чувствовать, что она недовольна браком Гуля и Ферата. Когда госпожа Азади выходит из кухни, к ней подходит господин Кудрет и спрашивает: «Тебе больше не придется работать в особняке, но не волнуйся, мы всегда тебя поддержим. Будет ли это в твоей зарплате и страховка?» спрашивает госпожа Кадер. Когда Дилан берет файл, о котором упомянула госпожа Сабиха, и входит в кабинет, Баран говорит себе: «Никто не сможет тебя расстроить, Дилан Коробей». Госпожа Кадер сказала: «Я не хочу разлучаться с моей дочерью и вами, я хотела бы работать, если вы мне позволите». «Господин Кудрет, мы не хотим быть лишенными вашей вкусной еды». «Тогда вы следите за порядком в особняке и продолжайте готовить, но сейчас вам нужно немного отдохнуть». Вот почему, когда я говорю: «Давайте возьмем одежду для чистки», госпожа Кадер отвечает: «Конечно, сэр, если вы сочтете это уместным». Господин Кудрет говорит: «Приготовьте себе кофе, а давайте сядем с моими родственниками, и за выпивкой поговорим о свадьбе». Баран ждет в саду особняка, и когда Джавахир выходит, он звонит Джавахиру и перезванивает ему. Он говорит, что его что-то беспокоит и угрожает Джавахи. «Когда вы говорите о том, что Джавахир не вмешивается в мои дела, я вижу, что вы не можете согласиться с тем, что я расторгаю соглашение. Но если ты продолжишь это делать, это не принесет тебе пользы», — говорит он и идет к Дилану. Затем Джавахир говорит: «Не волнуйся, не будь таким нетерпеливым, когда я оставлю твою жену и встречусь с тобой. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.